Добрый день, друзья! Домашняя выпечка должна быть не только вкусной, но еще оригинальной и интересной, чтобы удивить родных и вкусом, и видом. Сегодня предлагаю сделать песочное печенье «Жираф». Итак, для теста нам понадобится 100 грамм размягченного сливочного масла, пакетик ванильного сахара, щепотка соли и 100 грамм сахарной пудры. Растираем все ингредиенты до однородной массы. Затем вливаем 125 мл растительного масла без запаха. И еще раз хорошо растираем все лопаткой или ложкой. Растительное масло придаст тесту более рассыпчатую консистенцию. Масса получается достаточно жидкая. Далее муку и разрыхлитель соединяем вместе и частями подмешиваем в тесто. Замешиваем тесто лопаткой. Как можно меньше контактируем руками с тестом, чтобы масло не таяло. Когда всыпаем последнюю часть сухих ингредиентов, домешиваем тесто руками. Тесто получается мягкое и немного крошится. Отделяем от теста маленький кусочек размером как 2-3 грецких ореха. Кладем его в другую маленькую миску, добавляем 1 чайную ложку сметаны любой жирности и 1 столовую ложку какао. Перетираем все до однородности. Сметана здесь нужна для уравновешивания баланса густоты теста, так как какао сделает его более густым. Вот такая шоколадная масса должна получиться в итоге. Теперь от теста отщипываем маленький кусочек и скатываем в полосочки. Старайтесь делать их не одинаковыми. Они должны быть маленькие и большие, короткие и длинные. Кладем их на ровную поверхность. Я кладу на доску. А белое тесто для удобства разделяем на 2 части. Берем первый шарик теста, кладем его сразу на бумагу для выпечки, приплющиваем. Сверху кладем второй лист бумаги и теперь раскатываем его в пласт толщиной около 1 см. Таким образом тесто получается гладкое, а самое главное, оно не прилипает ни к столу, ни к скалке. Снимаем верхний лист бумаги и на белое тесто выкладываем полоски из шоколадного теста. Кладем их в произвольном порядке. Друзья, а еще я советую приготовить песочные пирожные с вареньем, которые в детстве мы очень любили и часто покупали. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в верхней части своего экрана, и я ее оставлю в описании под видео. Снова накрываем бумагой и легкими движениями с помощью скалки вкатываем шоколадное тесто в белое. Посмотрите, как получается красиво. Теперь обрезаем неровные края. Перекладываем тесто с бумагой на противень и произвольно нарезаем его на кусочки. Аккуратно при помощи широкого ножа или шпателя раскладываем печенье на противне на определенном расстоянии друг от друга, так как во время выпечки оно немного увеличится в размере. Тесто очень нежное, поэтому здесь спешка не нужна. Ставим выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 15 минут. Все духовки разные, ориентируйтесь на свою. Я выпекала печенье 12 минут. Оно должно быть слегка золотистого цвета. Достаем печенье из духовки и даем ему остыть. Оно получается красивое, необычное, вкусное и супер рассыпчатое. Пробуйте приготовить сами. Ставьте лайк, если понравился рецепт, подписывайтесь на канал и нажимайте рядом на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».